15 марта 2021 года Северный Китай накрыла самая мощная песчаная буря за последние 10 лет. Скорость ветра достигала 34 метров в секунду. Только представьте, это почти уровень урагана. В Пекине концентрация пыли в воздухе превысила норму в 160 раз. Видимость упала до 300 метров. Правительство Китая даже отменило больше 400 авиарейсов. К сожалению, все это была не случайность. Еще 20 лет назад пустыня Гоби наступала на Китай со скоростью больше 10 тысяч квадратных километров в год. Страна теряла территорию размером Кипра. Пески поглотили около 4000 деревень. Целые поколения бросали дома, в которых жили их прадеды. 200 миллионов человек оказались в зоне опустынивания. Но если вы прилетите в ту же точку сегодня, вы не поверите своим глазам. Там, где 20 лет назад были голые дюны и пески, стоит зеленый лес. Более того, Китай построил отель посреди песков и даже аквапарк прямо в пустыне. Китай посадил почти 70 миллиардов деревьев. Этот проект является величайшей экологической операцией в истории человечества и называется «Большая зеленая стена». Но за этой картиной успеха скрыта история провалов, которую почти не показывают. 40 лет Китай делал все неправильно, платил за это огромную цену, и только когда признал свои ошибки, начал по-настоящему побеждать. Но достигли ли они успеха на сегодняшний момент? Давайте разбираться. Чтобы понять, что Китай совершил, нужно сначала увидеть, с чем он сражался. На севере страны лежат 5 огромных пустынь. Гоби самая большая, на границе с Монголией. Именно из нее пришла та самая мартовская буря 2021 года. Дальше на запад пустыня Такламакан. Ее имя на уйгурском означает «зайдешь, но не выйдешь». 337 тысяч квадратных километров песка, по размеру почти как Германия. Южнее пустыня Кубуки, еще восточнее Тенгер и Муус. Каждая размером со среднее европейское государство. И все это вместе 28% территории Китая. Почти треть страны превращалась в песок. И эта треть наступала на людей с каждым годом все быстрее. В 70-е годы пустыни забирали 1500 квадратных километров в год. В 80-е – 2000. К концу 90-х уже 3500. Скорость удвоилась за 20 лет. Каждое новое поколение видело, как граница песка подходит ближе к их дому. Только представьте, около 4000 деревень исчезли под дюнами. 400 миллионов человек оказались в зоне опустынивания. Это больше, чем все население Соединенных Штатов. Но засыпанные деревни – это была только видимая часть катастрофы. Песчаные бури убивали людей и их здоровье. Тончайшая пыль проникала в легкие и в кровь. Ученые позже подсчитали, в дни сильных бурь смертность от инсультов росла на десятки процентов, от хронических болезней легких – на 12%. Каждый год опустынивание стоило Китаю 7 миллиардов долларов. Это бюджет небольшой страны, просто сгоревший в песке. И тогда Китай принял решение, которое весь мир посчитал безумием. В 1978 году Китай создал план по высадке деревьев на 4500 километров. Это расстояние от Москвы до Лондона и обратно. Площадь высадки деревьев можно сравнить с площадью Германии. Чтобы лес рос быстро, китайцы выбрали быстрорастущие породы. В основном тополь, а еще осину и белую березу. Эти деревья растут в 3-4 раза быстрее обычных. На бумаге идеально. В реальности получилось, что в 2000 году 1 миллиард тополей погиб за один сезон, и для них хватило одной болезни – бактериальной инфекции, которой раньше в этом регионе не было. 20 лет работы были впустую. Это была не случайность, это было следствие монокультуры, когда на огромной территории растет только один вид дерева. Любая болезнь, любой вредитель, любой шторм, и уничтожается весь лес сразу. Но проблема была не только в этом. Тополь – водохлеб. Каждое дерево вытягивает из земли десятки литров воды в день. И когда таких деревьев миллиарды, а земля – пустыня, происходит то, чего никто не ждал. Грунтовые воды начинают исчезать. В некоторых районах Северного Китая после посадок уровень воды упал на десятки метров. Колодцы, которые поили деревни сотни лет, полностью пересохли. И вместе с подземной водой начали гибнуть местные растения.
В 2004 году китайские ученые провели исследование, которое не любит вспоминать ни одна правительственная газета. Из всех деревьев, посаженных в рамках программы с 1978 по 2004 годы, выжило только 15%. Из 100 посаженных деревьев 85 погибли. В 2008 году зимние шторма уничтожили 10% всего искусственного леса. Снова за один сезон. Позже стало ясно, этот подход не работает. 40 лет работы и десятки миллиардов долларов почти не сдвинули проблему с места. Пустыня все так же наступала, бури все так же шли. Деревья гибли быстрее, чем их сажали, но Китай не думал сдаваться. Тогда он начал менять все одновременно – методы, растения, законы и саму философию. Самое главное, китайцы изменили саму технику посадки. Соломенные сетки стали стандартом. Берешь обычную пшеничную или рисовую солому, втыкаешь в песок квадратами 1 метр на 1. Получается шахматная доска прямо посреди дюны. Внутри каждого квадрата ветер не может разогнать песок. Дюна перестает двигаться. Корпорация Элион в пустыне Кубуки придумала водяные струи. Шланг с водой под высоким давлением за 1 секунду пробивает в песке отверстие глубиной до метра. Туда сразу опускают саженец. 10 секунд вместо 10 минут ручной работы. Позже технологии усовершенствовали и сделали еще эффективнее. Дрон сбрасывает с воздуха связки саженцев и связки соломы. Наземный робот втыкает саженец в землю каждые 5 секунд. Один робот покрывает гектар за 19 минут. Китай внедрил капельное орошение. Вода здесь стала не роскошью, а точечной стратегией. Ее не лили на землю, ее подавали прямо к корням, по трубкам в микродозах, чтобы ни одна капля не терялась в раскаленном песке. Пустыня – идеальное место для солнечной энергии, но панели нужно мыть, иначе пыль садится на стекло. А вода в пустыне – золото. Тогда инженеры начали ставить под панелями растения. Вода, которой моют панели, поливает растения. Растения дают тень и удерживают почву. Таким образом, электростанция кормит лес и приносит пользу в виде генерации электрики. Все эти технологии решили проблему «как сажать», но оставалась проблема «что сажать», ведь тополь продолжал гибнуть миллиардами. И тогда Китай поменял саму философию. Вместо чужих быстрорастущих деревьев начали возвращать местные растения. Те, что когда-то росли здесь, пока их не вытоптал скот и не вырубили на топливо. Саксаул – кустарник, который держит корнями песок. Ему хватает того дождя, что выпадает с неба. Красная ива, корни которой уходят на 5 метров в глубину. Хедизарум – низкорослый кустарник с фиолетовыми цветами. Не требует ухода, и его можно продавать в традиционную китайскую медицину. Из деревьев старой программы выживало 10%. Из новых местных растений выживала треть, в 3 раза больше. Но на этом Китай не остановился, ему требовались руки и масштабы. Тогда Китай решается добавить систему субсидий. Программа Grain for Green, запущенная в 1999 году, охватила 124 миллиона человек. 32 миллиона семей получали выплаты. И в этот момент произошло то, чего ждали 40 лет. В конце 90-х спутники начали фиксировать первые зеленые полосы. Но настоящий перелом произошел позже, в 2000-х, когда пустыня в отдельных районах впервые начала отступать. Лесной покров Китая удвоился с 12% в начале 80-х до 24% в 2024 году. Половина всех новых лесов мира за последние 20 лет выросла в Китае. Темп опустынивания упал в 4 раза. С 10 тысяч квадратных километров в год до 2300. Песчаные бури в Пекине сократились на 1/5. В пустыне Муус, где когда-то начинали обычные крестьяне, лесной покров вырос с 1% до 34%. Только представьте, 93% площади озеленены. В 2024 году Китай завершил последний участок защитного зеленого пояса вокруг пустыни Такла-Макан, одного из самых суровых и опасных песчаных регионов на планете. Но самое странное случилось с самим климатом. В пустыне Кубуки за 30 лет годовое количество осадков выросло в 4 раза, со 100 мм до более чем 400. Зеленая стена Китая поглощает огромное количество СО2 из атмосферы.
По исследованиям, экосистемы, восстановленные за последние 20 лет, поглощают около 5% годовых выбросов Китая. Это не просто борьба с пустыней, это вклад в глобальный климат. В отвоеванных пустынях стали возвращаться виды, которые исчезли десятилетия назад. Газели, журавли, дикие верблюды, монгольские дзирены. На Лёс-Плато впервые за 70 лет вернулись даже черные аисты. Но это еще не конец. Там, где раньше была пустыня, Китай построил новую жизнь. Отель Desert Lotus принимает гостей среди дюн. Аквапарк Сяньшава работает прямо посреди песков. Курорт со 100 разными развлечениями, от сэндбординга до прогулок на верблюдах. Местные семьи, которые раньше за коробком спичек ездили день верхом, сегодня держат рестораны, отели и багги-туры. В Такламакан, в самом сердце моря смерти, начали выращивать морепродукты. Это не шутка. В уездах Цемо, Макит и Хатан появились ряды искусственных прудов, где плавают тилапия, лосось, австралийские лобстеры и тихоокеанские креветки. В 2010 году в Китае запустили эксперимент по выращиванию картофеля прямо в пустынных районах, и он неожиданно сработал. После того, как дюны удалось закрепить и остановить движение песка, появилась первая реальная возможность работать с почвой. В пустыне Кубуки построили крупнейшую в мире пустынную солнечную электростанцию – 1000 мегаватт. В 2023 году Си Цзиньпин лично объявил о победе над пустыней. Это был триумф. Он сказал, что когда-то песок заставлял отступать людей, сейчас отступает песок от деревьев. Казалось бы, конец истории. 70 лет успешной работы, миллиарды посаженных деревьев. Китай одержал победу в борьбе с пустынями. Но именно в этот момент ученые начали замечать то, чего не должно было случиться. В 2023 году, через несколько месяцев после речи Си в Байонуре, на Пекин снова обрушилась серия песчаных бурь, сильнейших за 10 лет. Это показывает, что борьба с пустынями в Китае все еще идет. Ученые подсчитали, что север Китая нагревается почти в 2 раза быстрее, чем планета в среднем. За последние 40 лет температура в зоне пустынь выросла почти на 1,5 градуса. К 2050 году прогнозируется еще плюс 3. Те самые деревья, которые 40 лет сажали против пустыни, теперь будут расти в условиях, которые становятся все более жесткими. Уровень смертности деревьев и кустарник все еще большой. Даже после масштабных посадок пустыня не перестает сопротивляться. Каждое дерево в пустыне требует полива, защиты или замены, если погибло. Это не каменная стена, которую построили один раз и забыли. Это живая стена. И живая стена нуждается в том, чтобы ее каждый день поддерживали живой. В своем обращении к китайскому народу Си Цзиньпин сказал: «Если хоть на мгновение остановится в борьбе с пустынями, камень покатится обратно». Это значит, что Китаю нельзя останавливаться никогда. Ни одного года, ни одного поколения. Победы не существует. Это вечная битва. История Зеленой стены – это не история о том, как человек победил природу. Это история о том, как человек 40 лет проигрывал. И только когда вместо вопроса «как заставить пустыню уйти» начали спрашивать «как с ней договориться», что-то начало получаться. А вы как думаете, победит ли Китай пустыню окончательно? Или через 100 лет все вернется и эту историю напишут заново? Пишите в комментариях.